Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит для всех, у кого асцендент находится в Деве. Да, ребята, ваш восходящий знак зодиака – это Девы. Тогда присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Расскажу про ваши психологические особенности, как вас считывают другие люди, ту информацию, которая не подвластна многим, как вы ее чувствуете, как вы можете развить и сделать так, чтобы ваш асцендент влиял еще больше, для того, чтобы все двери открывались. И да, конечно же, ваши основные ценности, приоритеты, интересы. Во второй части видео буду рассказывать как раз-таки про партнерские отношения, умение строить этих отношений, почему получается, почему не получается, потому что напротив первого дома всегда находится седьмой дом. Это дом брака нашего партнерства, то есть в седьмом доме находятся наши брачные наши отношения с людьми, с кем у нас есть хоть какие-либо договорные отношения. Поэтому да, брачный договор тоже по седьмому дому, ребята. И, конечно же, здесь все наши отношения в обществе, в социуме, то есть рабочие контакты, отношения, то есть как мы умеем, в принципе, находить компромисс, развиваться и коммуницировать с другими людьми. Да, очень много интересного расскажу. Я надеюсь, это будет не новое, лишь подытожу то, что вы и так сами про себя знаете. Ну и, конечно же, вы часто говорите, что я хочу посмотреть гороскоп по асценденту, только асцендент не важен, и вот брак мне не важен, с этим уже все покончено, больше я не хочу. Ребята, подождите, у нас аспекты парные, и все, что влияет на асцендент, точно так же влияет на седьмой дом, но если у вас эта сфера вообще не развита, если связи у вас не держатся, вы в обществе не проявляетесь, особенно если вы идете к публичности, к известности, ваша работа – это консультационная деятельность, чтобы у вас было очень много клиентов, и вы не умеете строить отношения, тогда, естественно, это в прямом смысле влияет на ваши финансы. Поэтому, да, про денежки здесь немного тоже поговорю. Это не финансовый гороскоп. Финансовый гороскоп по знаку Девы будет чуточку позже в этом месяце. Сейчас лишь про асцендент в Деве. И да, хочу сказать, что асцендентные Девы – это персонажи, которые обладают тройным таким уверенным комбо. Это красота, дисциплина и интеллект. Управитель вашего гороскопа Меркурий. Меркурий – это интеллектуальная планета. И здесь, конечно же, все мозговые штурмы, все различные познания, учеба, образование, коммуникации, связи. То есть здесь, если человек с асцендентом в Деве не образован, становится немножко сложновато идти по жизни. Это, пожалуй, основная такая история, когда не работает по назначению знак зодиака. Как правило, да, люди с асцендентом в Деве, это очень красиво считается асцендент, внешность, потому что красиво она не такая легкая, манкая, да, она такая земная красота, которая идет от природы, да. Представители асцендента в Деве любят приглушенные тона, очень часто носят костюмы как подтверждение своего интеллекта, своих знаний в том числе. И, конечно же, бескомпромиссные интересы. Если же у вас ребеночек с асцендентом в Деве, то дайте ему развиваться, развивать знания. Здесь все технологии, информационные технологии в том числе, да. Здесь постоянное обучение, и ни в коем случае нельзя стесняться и говорить, что мы как-то не планировали развивать интеллектуала. Человеку нужно идти в общение, да, несмотря на то, что на первых этапах, если
Меркурий как управитель напряжен, например, Плутоном, то может восприниматься как напряженный, серьезный, властный человек, да, хитрый даже. Если Меркурий как управитель напряжен Юпитером, то здесь может восприниматься как человек, который постоянно спорит, в конфронтации, который постоянно что-то доказывает, да. То есть здесь история. Если же Меркурий напряжен Ураном, то я хочу сказать, что это неплохая вот такая коммуникация планет, да, потому что Меркурий это та планета, которая очень любит напряжение. Если это напряжение, конечно же, оно складывается и придает тогда образ асценденту уже не такой земной, да, потому что асцендент Деви это земной асцендент здесь, поэтому и такая тяга к стабильности, здесь стабильные знания. Но если Меркурий как управитель асцендента напряжен Ураном, то это тогда бесконечная коммуникация, активность, неспособность сидеть на месте, неспособность долго что-то выдержать. Но при этом, если сконцентрироваться и сосредоточиться, можно очень ловко разбираться, обучаться в сложных знаниях. То есть это рабочий интеллект, это история, которую однозначно нужно раскрывать. И здесь, конечно же, есть, я бы сказала, ленивые родители, которые не очень-то любят этим заниматься. Но, ребята, вложите в своего ребенка, чтобы у него была такая активность по жизни, да. Кого еще не сказала, если управитель асцендента Меркурий напряжен Нептуном, то тогда это тяга к творческим способностям, да, то есть либо здесь какие-нибудь хитрости, ловкости, что-то скрыть, где-то солгать, но при этом при раскрытии вот этого творческого потенциала будет как раз-таки человек творческий, человек не открытый, да, то есть это эмпат, тот, который видит мир больше, глубже, шире. Но сейчас еще про Нептуна буду рассказывать долго, потому что у нас напротив асцендента в Деве находится дисцендент в Рыбах, 7-й дом в Рыбах, и эта история про Нептуна в том числе, и насколько важно здесь как раз-таки, сейчас многие такие, так, Нептун подъехал Нептун на самом деле, и поэтому я выделяю такое должную большую гигантскую нотку, да, и акцент именно на знание. Конечно же, основные психологические качества у асцендента в Деве это чистоплотность, дисциплина, склонность к порядку, и большинство вы видите различных видео в интернете, где над девами шутят, что они всех замучили, что они вот такие все любят порядки, что все это вот так было сложно, дисциплинированы. Но подождите, если мы движемся куда-то к цели, если наша цель повышенный комфорт, качество жизни, то дисциплина это то, что нужно, да, потому что, еще раз говорю, напротив асцендента находится дисцендент в Рыбах, где вообще отсутствие какой-либо дисциплины, и это два таких момента, которому человеку всю жизнь нужно в себе собирать. Момент дисциплины, собранности и порядочности в том числе, и момент, когда я не хочу ничего решать, дайте мне расслабиться, отдохнуть. Ну и Нептун, Рыбы, это же про все чашки во всяких смыслах слова, да, здесь и про любовные отношения, здесь и вообще про отношения. Поэтому пока еще про асцендент в Деве рассказываю. И да, внешне всегда красивый, утонченный. Говорила уже, что очень красивый. Асцендент считается одним из красивых, с внешностью притягательной, земной, стабильной. Поэтому люди с асцендентом в Деве притягивают своей ухоженностью, да, и очень часто за счет управителя выглядят моложе своих лет. Это такой плюсик, кто не очень хочет стареть, поэтому занимайтесь своими планетами в натальной карте для того, чтобы они не напрягали очень сильно управитель, если он в напряженном аспекте сильной планеты. И да, точные науки, программирование, знания, информация и коммуникация – это все очень важная сфера, и если раскачать человека с асцендентом в Деве до таких глубоких знаний и познаний,
то это получится очень классный человек. То есть это история большого развития, потому что наш восходящий знак запускает весь наш гороскоп, и начинает он работать тогда на нас. Потому что, смотрите, вот такой весь собранный, красивый интеллект, и напротив него находятся рыбы. Знак зодиака, который не очень-то любит и дисциплину, и точные науки. Это когда, если мне плохо, я плачу, если мне настроение хорошее, я могу радоваться. То есть в таком состоянии очень сложно идти и развиваться. И если управитель вашего 7-го дома находится в рыбах, то это история, когда мы очень сильно хотим очаровываться. То есть асцендент в Деве, когда мы трезво смотрим по-земному на эту жизнь, на этот мир, здесь мы встречаем человека, который противоположный. Возможно, возможно нет, но у нас почему-то откуда-то, да, вот мы представители асцендента в Деве, откуда-то понимание, что это брак должен быть от большой-большой любви, что это должны быть вот такие чувства, которые захватывают. И без этих чувств я не буду никак вообще развиваться. Для меня без этих чувств я не могу пойти ни замуж, ни жениться. То есть нет вот этой любви. И здесь основная такая история, сложноватая открывается, да. Я не говорю про то, что брак, любовь и отношения – это про деньги. Нет. Но здесь нужна золотая середина, ребята, потому что очень часто есть очарованность брачными отношениями, да? Здесь есть очарованность в любви, и хочется, чтобы это было всегда, но как только дело сходится к быту, к отношениям, к решению вопросов, которые в жизни очень важны, то здесь получается, что наш брачный партнер начинает нас подводить. Мы-то вот так смотрим на жизнь, на отношения, а в жизни все получается по-другому. Значит, любви нет, значит, это не любви. Или еще кто-то скажет, значит, он вас просто или она вас не любит. Естественно, здесь избегание, здесь нет разговоров, и здесь различные зависимости появляются, просто различные. Либо уход в измены, либо другого рода зависимости, не от другого человека, а от каких-нибудь средств, да, чтобы только не бывать в этой реальности. И получается так, что от такого собранного человека, которым меня воспринимают люди, я превращаюсь вот в состояние, когда я ничего не могу решить, у меня депрессия, у меня слезы, у меня переживания, потому что это такие очень важные моменты в жизни, которые нужно понимать. А люди, вот если я сейчас открою астропроцессор, да, люди, которые рождены с асцендентом в Деве, вот если открывать с 1950 года, да, то с 56 года как раз-таки Плутон шел у нас по знаку Девы. Естественно, все те, кто обладает асцендентом в Деве, у вас, естественно, там и Плутон, то вы человек как бы непростой. И вот с 56 по 1970 все люди рожденные, у вас преобладает на асценденте либо в первом доме, либо во втором доме Плутон. Это говорит о том, что вы очень сильная личность, личность магнетичная, личность властная, личность, которая понимает, чего вы хотите и как вы это хотите, да. И вот здесь нужно романтические чувства, да, в отношениях в браке. Если же смотреть дальше, то Плутон, да и Уран, они рядышком следуют. С 1970 года перешел в Весы, а это тоже второй, третий дом, то есть это от денег до близкого круга общения. И так мы понимаем, что оказывается, получается, что по настоящий момент времени люди рожденные, да, то есть сейчас у нас Плутон в Водолее, Нептун из Рыб вышел в Овна, то есть и получается, что сейчас у нас все люди, которые родились и живы в настоящее время с асцендентом в Деве, у них все планеты, которые максимально разрушают нашу жизнь, это Плутон, Уран, Нептун, они-то и находятся как раз-таки в первом доме, во втором доме.
То есть, когда нам нужно максимально проявляться. В третьем, в четвертом доме, когда мы максимально имеем плохой контакт с родственниками, с родителями. В пятом доме это 80-е, кто родился в 80-х, да. То есть, здесь как раз-таки получается, что хочется вот этой любви, романтики, хочется вот этих чувств, которых нам где-то когда-то показали в кино, где-то нам романтизировали, да, и мы, получается, что по жизни-то с асцендентом в Деве идем, нам нужно действовать четко, лаконично, применять свои знания, идти вперед, не останавливаться, не провисать в каких-то историях, а для того, чтобы нам быть счастливыми, нам нужно, чтобы наш десцендент в рыбах работал, а здесь нам нужно быть романтичными, здесь нам нужно быть страстными, здесь нам нужно вот так вот уметь растворяться в партнере, да, и здесь получается такая несостыковка, что от нас вообще требуют всего, и поднять детей, поднять общество, поднять поколение, еще и денег заработать, все в зависимости, да, от того, в каком десятилетии вы родились, да, ребят, потому что меня смотрят те, кто родился и в 60-х, и в 70-х, и в 80-х, и даже в 90-х еще, понимаете. И эта история, которая распространяется как раз-таки под горизонтом астрологического гороскопа. Это история, которая внутри сильно сидит, такой богатый наш внутренний мир, переживаний, когда мы понимаем, у нас такая завышенная ответственность про все, да, а для того, чтобы быть счастливыми в семье, в личной жизни, нам вот нужно вот так романтику включать. И кажется такое ощущение, что это не многовато ли от нас хотят? На самом деле так ребята хотят звезды, как это еще сказать, да, вот гороскоп строится вот так, что противоположный знак от Дев это рыбы. И понимаете, можно сказать, вот я хочу другой себе асцендент, да, но у всех, если асцендент в одном знаке, то противоположный, отвечающий за брак, за устойчивый брак, это всегда противоположный знак. То есть мы, получается, живем и в себе вот этот дисбаланс постоянно балансируем. То есть мы постоянно находим компромисс, да, то есть как себя вести, естественно, если не строятся отношения в браке, хотя вот если у вас еще Нептун находится в 7-м доме, это в прямом смысле говорит о том, что вот мне сейчас все это любят, вот эту историю все, приходят почти все на консультацию и говорят, а у меня кармические отношения. Не у всех они кармичные, но если у вас кармические узлы находятся на оси Девы, Рыбы, вот сейчас у нас как раз таки этот момент идет, и у вас асцендент в Девах, а дисцендент в Рыбах, еще и Нептун у вас находится в Рыбах, то 100% ваша основная задача по карме в этом воплощении это построить брак, союз, да, то есть брачные отношения, такие теплые, доверительные, можно сказать романтичные, но в которых вы будете счастливы, потому что рыбы считаются знак зодиака наивысшего счастья, если познать это счастье, да, конечно же, если без всяких иллюзий, я без иллюзий, да, потому что здесь, если не иметь вот этих теплых доверительных отношений, разговоров по душам, как на самом деле хочется, здесь, как правило, вскрываются скелеты в шкафу, как правило, людям очень сложно построить эти отношения, да, одни из сложных историй на самом деле в построении отношений, потому что очень много иллюзий дает и Нептун в Рыбах и в 7-м доме, да, и если северный кармический узел находится в Рыбах, то это, ребята, правда, на самом деле сложно, но не невозможно. Еще раз скажу, что здесь нам всем даются, если вы уже читали комментарии, меня часто спрашивают про кармические задачи, нам всем, каждому даются те задачи, которые мы будем максимально сложно реализовывать, для того, чтобы мы ценили, понимали, для того, чтобы у нас нарабатывался свой опыт. Ну, потому что родители нам не скажут, то есть обладатели асцендента в Деве и дисцендента в Рыбах, это сложные, как правило, отношения с родителями, кто родился с родственниками, в том числе, кто родился в 80-х, в 90-х, потому что здесь как раз-таки сложные планеты в Скорпионе, в Стрельце, в Козероге, и здесь момент, когда отношения с родителями не очень
очень. Кто-то из родителей повел себя так себе, и это, естественно, гигантский след просто в нас заложило, и мы с этим живем, и это, естественно, сложно понять, принять, в себе реализовать и на этих эмоциях пойти дальше. И вот меня мышка не слушается для того, чтобы сейчас прокрутить бесшумно, да, но однозначно, если особенно управитель вашего 7-го дома находится в 5-м, то есть это и, смотрите, Нептун, и это Юпитер. И если они находятся в 5-м доме, то однозначно вы брак хотите строить по любви, по взаимному пониманию, доверию. Но если Нептун находится как управитель 7-го в 5-м, то здесь могут быть очень несчастные, ну как и несчастные истории, истории с изменами прошлых отношений, скелеты в шкафу, истории с изменами, зависимостями у ваших родителей, которые отложили след и впечатление у вас на всю жизнь. То есть здесь нужно в этих психологических моментах, как вы к этому относитесь, в этом нужно разбираться, да, потому что нет ничего такого критичного, это просто нужно понять, почему это до сих пор на вас так влияет и откладывает такой большой след на вашу жизнь. Если же управитель 7-го в 5-м это Юпитер, то тогда вы, конечно же, предпочитаете сбегать из моментов, когда нужно выяснять отношения, вы предпочитаете не одного качественного партнера, а количественное, да, превосходство партнеров. И здесь момент нужно разбираться, почему? Потому что это может быть очень много выгодных проектов, это может быть очень хорошие истории в заработке денег, это может быть очень классные дети у вас, которых вы воспитаете, и вы будете чувствовать в них такую отдушину, но многие, к сожалению, здесь уходят в гулянки, в тусовки, в истории, чтобы пустить пыль в глаза, и жизнь потихонечку проходит, и в итоге остается то, что приводит все равно к депрессии, к сожалению, к нереализованности, потому что Юпитер в 5-м доме – это прежде всего моя реализация, как я хочу, чтобы мои желания реализовывались. И если они такие низменные, если они желания невысокого полета, потому что асцендент в Деве думает практично, наперед, подключая все свои возможности интеллекта, красоты и знаний, да, и дисцендент в Рыбах, естественно, здесь коммуникация и реализация со всем миром, да, неважно, где находятся ваши контакты, связи, друзья, клиенты, люди, то есть это может быть популярность и известность, то есть если вы в эту сферу идете широкого масштаба, да, поэтому здесь, дорогие, понимаете, что здесь и брак может быть очень душевный, большой, объемный, который даст вам очень много знаний, в том числе, который даст вам очень много возможностей, реализованных желаний, но здесь, естественно, нужно просто так ничего не бывает. Ну, принято так говорить, обесценивать чужой опыт и говорить, да просто так, ну вот просто вот красивая картинка, внешность и все, повезло. Да, ребят, во-первых, везет тому, кто везет, а во-вторых, ну, хочется же вот самим, хочется же душевно, да, по дисценденту в Рыбах хочется прям по любви, чтобы вот прям в сердце было так хорошо и радостно, и счастливо, да, но это, я скажу, тот самый баланс, который нужно всю жизнь балансировать. То есть мы всю жизнь, получается, с этим живем. Хотим ли мы материально практично или мы хотим по любви. Как правило, человек еще с дисцендентом в Рыбах любит реализовываться публично в творчестве, есть музыкальные способности, особенно если богатый 5-й дом, в том числе, значит, у вас с детства очень много хобби и интересов, и их бы хорошо монетизировать. Если же в 4-м доме у
у вас очень много планет, то значит у ваших предков это есть, и значит вам это на генном уровне передалось. И здесь посмотрите, здесь можно составить родовое древо и посмотреть, кто чем владел, кто чем умел, какие были истории интересные и которые бы наоборот хотелось бы скрыть. Но знаете, гены — это история, которая нам передается. И здесь важно понимать, к чему у нас есть тяга и зависимости, а что мы можем контролировать. И вот если мы можем это контролировать, тогда очень хорошая может быть и популярность, и известность, и карьера, особенно если вы хотите, чтобы она была в творчестве, да, особенно если вы хотите, чтобы это было красиво. Консультационная деятельность в том числе здесь идеально хорошо подходит. Ну и, естественно, душевные, теплые отношения в браке, любовь, взаимопонимание — это то самое ценное, к чему стремятся люди с дисцендентом в рыбах. Но здесь, ребята, не должно быть никакой очарованности, не должно быть розовых очков, потому что очень много иллюзий на этом фоне возникает. И здесь понимаете, что если вы сам человек непростой, а человек с асцендентом в Деве вот носит под горизонтом все вот эти сложные моменты, богатый внутренний мир, на самом-то деле это так. И, естественно, люди притягиваются к вам точно такие же, непростые, не очень легкие. Может быть, они беззаботные, может быть, они безответственные. И тоже можно притянуть себе с дисцендентом в рыбах безответственного человека, а-ля художник всей жизни, но при этом нам нечего есть. И эту историю нужно очень важно понимать, ребята, чтобы не попасть в просак, потому что все-таки асцендент в Деве — это всегда просчет на несколько шагов вперед, это я люблю, это я все понимаю, красота, внешность, уход, но это всегда земной вот такой фундамент, на чем я стою, на чем я буду реализовываться, какой у меня дальнейший путь. Здесь сложно без фундамента. Конечно же, цели, мечты — это прекрасно, но фундамент должен быть. И это основная история для людей, обладателям асцендента в Деве. Дорогие, я надеюсь, что была полезна. И если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я постараюсь на все ответить. При этом оставляйте свою дату, время, место рождения, чтобы я на ваш вопрос ответила, потому что, общий гороскоп по асценденту я рассказала. Конечно, я могу рассказывать еще долго, но уж давайте перейдем в комментариях и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!